Привет, вы на канале Аэропортал. Об этом самолете, думаю, слышал чуть ли не каждый житель страны. Самолет, который в определенный момент стал главным символом возрождения отечественной авиации. Магистральный самолет 21 века, он же МС-21. Этот лайнер был представлен публике еще в 2016 году, и по изначальному плану его серийное производство должно было начаться 2 года спустя. Так как обстоят дела с главной надеждой отечественной гражданской авиации сейчас? Когда мы увидим этот самолет в рядах отечественных авиакомпаний? Попробуем разобраться в этом видео. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК. Там вас ждет не менее интересный контент про гражданскую авиацию. А также это наш запасной аэродром, если с Ютубом что-то случится. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнем с краткой истории и технических характеристик данного лайнера. МС-21 – российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Разрабатывается совместно корпорацией Яковлев и ее подразделением ОКБ Яковлева. Изначально планировалось, что при начале массового производства самолет будет называться Як-242. Также изначально планировалась возможность оснащения двигателями по выбору заказчика. Либо двигателями американского производства ПВГ-1431Г, либо двигателями отечественного производства ПД-14. В перспективе планируется реализация нескольких модификаций, однако сейчас процессы разработки и производства сосредоточены на версии МС-21310, которая по сути идентична версии МС-21300. Разница между ними заключается в установленных двигателях. В 300-й версии установлены американские двигатели Pratt & Whitney, в 310-й версии двигатели отечественного производства. Официальная презентация нового самолета состоялась 8 июня 2016 года на Иркутском авиазаводе. Первый летный прототип планировалось поднять в небо в декабре 2016-феврале 2017 года, после чего начать сертификацию и летные испытания. Запуск серийного производства и поставки первым заказчикам были запланированы на 2018 год. Но в связи с введенными санкциями против АО «Аэрокомпозит», в результате которых прекратились поставки материалов для изготовления крыла, центроплана и других элементов конструкции, срок был перенесен на 2021 год, а через некоторое время на 2024-2025 год, по причине введенных санкций и как следствие возникшей необходимостью импортозамещения различных компонентов. 28 мая 2017 года состоялся дебютный полет МС-21300. В дальнейшем начались испытания этого пассажирского самолета. Тем не менее, для получения сертификата необходимо было иметь в наличии 4 летных образца, а также 2 экземпляра для проведения статических и ресурсных испытаний. Второй опытный самолет МС-21300 выполнил свой первый полет 12 мая 2018 года, а третий опытный образец, который был оснащен пассажирским салоном для демонстрации на выставке МАКС, совершил свой первый полет 16 марта 2019 года. Четвертый опытный самолет МС-21300, предназначенный для летных испытаний, успешно осуществил свой первый полет на аэродроме Иркутского авиационного завода 25 декабря 2019 года. Следует отметить, что данные опытные самолеты для выполнения своих испытательных полетов были оснащены двигателями американского производства Pratt & Whitney, а в 2021 году свой первый полет выполнил 5-й летный экземпляр, оснащенный двигателями российского производства ПД-14. И в 2022 году один из летных экземпляров МС-21 с бортовым номером 73054 был оформлен в ливрее авиакомпании «Россия». Процесс перекраски лайнера прошел на предприятии «Спектр Авиа» в городе Ульяновск, куда самолет прибыл 10 ноября того же года. Данный экземпляр предназначен для опытной эксплуатации в составе авиапарка перевозчика, для подготовки экипажей, персонала аэропортов и сбора необходимой информации. По состоянию на 2023 год в эксплуатации находится 6 летных экземпляров и еще 6 самолетов находятся в процессе производства, но уже для непосредственных заказчиков. Теперь переходим к техническим характеристикам данного самолета. Летно-технические характеристики МС-21300 вы сейчас видите на экране. Можете поставить видео на паузу и ознакомиться с ними подробнее. Более подробную историю МС-21 вы можете найти в нашей группе ВК по ссылке в описании. Теперь переходим к вопросу, что же с МС-21 сейчас. В феврале этого года в УАК сообщили, что в рамках контракта в 2023-2025 годах Аэрофлот получит 63 лайнера, в том числе 18 самолетов МС-21. В июне этого года в рамках ПМФ-2023 глава УАК сообщил, что, цитата, «В Иркутске идет сборка первых 6 серийных самолетов, которые поставляются в авиакомпанию «Россия». Параллельно с этим наши коллеги по кооперации завершают испытания импортозамещенных систем. Это и авионика, и связное оборудование, система кондиционирования, стойки шасси.
Все это будет установлено на самолет, и в ноябре начнем испытания полностью российского МС-21. Наша задача за 2024 год эти испытания завершить, получить одобрение к основному сертификату, который мы получили еще в 2021 году, и с 2024 года начать поставку самолетов в интересах авиакомпании. Конец цитаты. В свою очередь, авиакомпания «Аэрофлот» ожидает, что получит новый лайнер в декабре 2024 года, уточнил ее гендиректор Сергей Александровский. Цитата: «То есть все сроки, которые изначально были заявлены производителем и которые я уже озвучил, они сохраняются. Их никто не корректирует». Конец цитаты. А в сентябре этого года генеральный директор госкорпорации Яковлев заявил, что в производстве сейчас находится сразу 18 самолетов МС-21. У всех разная стадия готовности. Цитата: «Над этим трудится большая кооперация. В ней участвуют многие предприятия Ростеха. Яковлев – головной исполнитель. Мы изготавливаем первые серийные машины. Во многом вопрос поставок первых бортов будет увязан с сертификацией авиатехники, двигателей ПД-8 для SJ-100. Сейчас в производстве находится 18 самолетов МС-21. 6 из них должны пополнить парк Аэрофлота, еще 12 России. Они все находятся в разной стадии производства. Первые 5 планеров самолета МС-21 уже готовы, собраны. Туда началась установка отечественных систем и агрегатов с параллельным процессом сертификации». Конец цитаты. То есть, опираясь на вышесказанное, можно сделать такой вывод. В 2024 году первые 6 самолетов будут переданы авиакомпании «Россия», а оставшиеся 12 будут переданы до конца 2025 года. Косвенно данный вывод подтверждает реестр производства МС-21, собранный на основе информации СМИ, фотографий, информации из конструкторских бюро. Соответствуют ли заявленные сроки действительности или нет, покажет время. А вы как думаете? Действительно, мы увидим МС-21 в рядах авиакомпаний уже в следующем году? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи!